Здравствуйте, львы, приветствую вас на канале. Сегодня у нас прогноз на сентябрь 2024 года. А, С чем вы заходите? Двойка жезлов и девятка чаш. Здесь я скажу, что у вас начинается удивительный этап в вашей жизни. Куда бы вы ни нацелились, во-первых, она говорит о том, что у вас открытая дорога. Куда и на что бы вы не были нацелены, заходя в сентябрь месяц, ваша дорога, она открыта. И с этой дороги, как бы ни складывались обстоятельства, вопреки всему, хотя здесь этого я не вижу, да, но это как бы оно есть и может быть в качестве проверки. Вопреки всему, просто держите того курса, который вы для себя определили. Идет очень мощная энергия, она как некая такая волна. И если этой волне не сопротивляться, она вас как будто будет нести вообще, да, вот здесь быть на волне, просто вот доверять тому потоку, который идет, не сопротивляться, не вытаскивать руки, а просто доверять. И четко прям верить в то, что ты придешь, и она тебя вынесет туда, куда нужно. Вообще они говорят о том, что ваше внутреннее состояние, оно поменялось. Вы прошли большой путь, большую внутреннюю работу вы сделали. И все, что требовалось от вас, вы это максимально сделали. То есть у вас идет наполнение. У вас произошли изменения, да, перемены. Десятка пентаклей и иерофант. Это говорит о том, что здесь истинно ваши мечты, желания, они исполнятся. Вообще это очень мощная энергия наполнения некой такой полноценности, благодати, от которого, знаете, это настолько мощно, что оно может в какой-то вот момент выливаться слезами, потому что это очень мощно, это такая энергия некой полноты и переполненности. Ну, еще по этой паре я скажу, что кто-то может жениться, замуж выходить, да, у кого-то по этой карте могут там дети родиться или там кто-то может забеременеть. То есть это вот в житейском вопросе. В вопросах более, скажем так, ну как-то сказать, высоких, что ли, да, то здесь отправиться за своей звездой, отправиться. И опять-таки здесь открытый путь. То есть на что бы вы ни были нацелены, здесь реализация, открытый путь и достижение того, чего вы хотели. Король чаш и шестерка чаш. Это опять-таки совершенно иное ощущение. Это вот про внутреннее наполнение. Вот энергией воды, да, по королю чаш это энергия воды, энергия чувствования себя иначе. Это именно такое чувство полноценности и собственного могущества там, где ты знаешь, прям знаешь, что все тебе подвластно, что нет той высоты, той звезды, которую бы ты не смог достать. Этого просто нет в твоей системе. Есть только уверенность. Но это не столько даже уверенность, сколько это просто вот состояние знания.
такого. По шестерке чаш, вообще вот эта пара, да, она говорит о неких забытых ощущениях, о забытых состояниях, которые были когда-то. У кого-то это было в жизни, у кого-то это было в прошлых жизнях. И еще она говорит о том, что здесь раскрыть вот этот вот сердечный центр полноценно через некого человека. Опять-таки человека из прошлых жизней, вполне возможно. Но это истинно твой человек. Человек, который как будто бы являлся или является для кого-то сейчас неким недостающим пазлом. Вот для этого полноценного самоощущения, да, и вот в сентябре месяце этот пазлик как будто бы встроится. Это полнота, и это именно состояние. В общем, состояние в сентябре месяце, ваше собственное, оно вас удивит. Это состояние полноты, состояние радости, состояние совершенно иного восприятия мира, красоты, богатства, изобилия. То есть это совершенно иное восприятие, которое, возможно, было у вас в прошлом. Те, которые будут это состояние испытывать, вы поймете, о чем, в общем-то, речь идет. Влюбленные и пятерка жезлов. Это говорит о том, что я готов бороться. Во-первых, за свою любовь. Это касается человека, да? Это касается человека, я готов бороться. Я готов отстаивать, в общем-то, за отношения, за внимание, да, за то, чтобы просто там рядом постоять. Это готовность. Готовность и желание дать дубиной любому, кто позарится, в общем-то, на мое, да, любому дать готовность не только сражаться, но еще чему-то учиться, готовность идти на любые взаимодействия с этим человеком, да, дорогим. Плюс к тому влюбленные, что это такое? Это гармония. И вообще в целом вот этот ряд, это про наполнение и про гармонию, про полноту жизни в вас и вокруг вас. Это очень мощно. Мне сложно описать словами это. Дополняющие карты, они говорят о том, что вы будете уходить оттуда, где вам плохо. То есть здесь некая точка, которую вы можете поставить и которую вам поспособствует, между прочим, пространство поставить через некий скандал, неожиданный какой-то там удар, припадок какой-то чей-то, да, там, поставить точку и выйти. То есть здесь у кого-то то, что, может быть, там еще как-то сдерживало или как-то, может быть, что-то, была какая-то неуверенность. Здесь через какой-то, опять-таки, внешний фактор вы поставите точку. И вот он, ваш новый путь. То есть все, время пришло. Ждать, откладывать, там что-то уже фантазировать, все, нужно действовать. И вы, в общем-то, начнете действовать. Вам это даст облегчение, вам это даст свободу. И вы даже подумаете, блин, почему я раньше-то не поставил эту точку. Это может быть точка у каждого своя в отношениях, это может быть точка в рабочих каких-то вопросах.
Но если мы говорим о плоскости, да, вот жениться замуж, то здесь может быть такое, что либо мы там расходимся, либо мы там расписываемся, как вариант, да. Но здесь все-таки больше про нечто то, что вас гармонизирует. Все-таки либо то, это некая манипуляция, да, здесь про чистоту, ширину и высоту. На самом деле совершенно четко как бы для себя определить вот эту вот цель и принять решение о том, что я хочу только так, или я хочу только это, или я хочу только с этим человеком, или я хочу только к нему, да, и, в общем-то, все. И здесь как будто бы вот при определении этого, этот путь, он становится, он открывается, и все ваши как бы ресурсы, ваше внимание, оно будет идти и смыкаться в одной точке. И это вот как раз-таки, думаю, дает эффект вот этой вот волны, которая вас просто понесет. Неожиданная дорога в сентябре у вас будет, дорога, которая не запланирована. То есть вы можете быть супер там планерщиком, да, или там занятым, у которого там все расписано, но в сентябре месяце будет дорога, которая не запланирована, неожиданная, и эта дорога, она будет судьбоносная. Опять-таки судьбоносная в каком плане? У каждого это может выглядеть совершенно индивидуально, как она будет, как это она там сыграет. Вот эта вот пара, она, конечно, говорит о объединении, о соединении. И здесь могут быть люди, здесь может быть, опять-таки, обретение внутренней целостности. Да, вот этот вот пазлик, который вам не хватал. Почему здесь вот это вот объединение? Да просто потому, что когда перестаем себе врать и как бы обманывать, что этот не для меня, он там такой, или она там такая, или там какие-то проблемы, или там еще что-то. Когда все вот это отваливается, и остается только четкое знание, что я хочу ее, или я хочу его, и все остальное как бы вообще в целом меркнет с этим везде, да, то тогда наступает такой момент как бы раскрытия, да, внутреннего. Опять-таки это происходит в сердечном центре. И это наполняет и успокаивает. Больше нет там каких-то триггеров, которые там триггерят, или там страхов, которые страшат. Наступает момент как раз-таки умиротворения, спокойствия и баланса. И когда ты принимаешь решение, что вот, я буду двигаться только так, как бы и все, да, и я перестаю как бы распыляться на все остальное, то это и дает опять-таки вот этот вот мощный эффект волны. Короче, здесь определиться, здесь четко увидеть, понять, чего я хочу, кого я хочу, или где я хочу, с кем я хочу, и вообще чего я хочу по-настоящему. Вот здесь вот звезды, да, что вам говорят? Они говорят, что идет избавление от страхов, то есть то, что тебя пугало, то, что тебе выносило мозг, то, что ты там какие-то себе преграды рисовал или страшилки, оно вдруг
вдруг перестанет тебя вообще в целом волновать. То есть вдруг оно вот было, оно как бы триггерило, изматывало, там сердце, душу рвало, да, а здесь вдруг, вот как раз-таки, когда это самоопределение произошло, вдруг оно перестало быть важным, то есть все, этого больше нет. И кто-то будет удивляться, что, блин, ну как столько лет или какое-то там время, да, я там, в общем-то, это все в себе там что-то там перемалывал, перетасовывал, переэтовал и никуда не двигался. Вот так вот.